Алькатрас — одна из самых знаменитых и неприступных тюрем мира. Истории ее заключенных и бесплодных попыток побегов становились основами легенд, фильмов и литературных творений. Но так ли уж неудачны были побеги? Может быть, все же кому-то удалось? 21 марта 1963 года была закрыта знаменитая американская тюрьма для особо опасных преступников Алькатрас, также известная как «Скала». Расположенная на одноименном острове у побережья Калифорнии, она в свое время считалась самой защищенной на территории Соединенных Штатов. Предположительно, за 29 лет эксплуатации тюрьмы не было совершено ни одного успешного побега. Но утверждать наверняка нельзя, поскольку трое заключенных, которым удалось вырваться с острова в 1962 году, так и не были найдены ни живыми, ни мертвыми. Ряд факторов косвенно указывает на то, что они выжили, пересекая залив. Прежде всего, представим, насколько маловероятной была сама идея сбежать из этой тюрьмы. Остров Алькатрас находится более чем в 1,5 километрах от берега. Ледяная вода и сильное течение обеспечивают его естественную изоляцию. Снаружи здание было обнесено высоким забором с колючей проволокой и сторожевыми вышками. На 3 заключенных приходилось по одному надзирателю, при этом каждый преступник содержался в одиночной камере. Однако в июне 1962 трем мужчинам удалось обойти все эти препятствия. Изощренный побег осуществили Фрэнк Моррис, осужденный за ограбление банка, и братья Джон и Кларенс Энглины, неоднократно судимые за кражи и угоны автомобилей. В деле был еще и Алан Вест, но ему не удалось вовремя выбраться из камеры. Все они прежде предпринимали попытки побега, за что и были переведены в Алькатрас. Подельники занимали соседние камеры. Прознав, что старая система вентиляции над их блоком, в отличие от остальных, не залита бетоном, заключенные решили пробраться через нее на крышу тюрьмы. К вентиляции вел узкий служебный тоннель, проходящий как раз за стеной их камер. А в каждой камере имелось вентиляционное отверстие 10 на 20 сантиметров. Моррис стал разработчиком проекта, а трое других на заостренную металлическую ложку они спаяли с украденным мотором от пылесоса, использовав вместо канифоли серебро от 10-центовой монеты. Получилась импровизированная дрель, которой заговорщики почти год по очереди сверлили стену вокруг вентиляционного люка. Шум заглушала музыка, которая ежедневно в течение часа играла в блоке. Повреждения стены они скрывали фальшивой решеткой, искусно сделанной из листов картона. Параллельно преступники выменивали у других заключенных ветровки и прорезиненные плащи, из которых соорудили плот размером 2 на 4 метра и спасательные жилеты. Весла вырезали из фанеры. Кроме того, для того, чтобы их исчезновение преждевременно не заметили надзиратели, совершавшие ночные обходы камер, мужчины изготовили куклы из папье-маше и муляжи человеческих голов с настоящими волосами, собранными в парикмахерской. 11 июня 1962 года после отбоя подельники накрыли куклы одеялами и пролезли в тоннель через дыры в стене. Только Вест, как выяснилось, так и не проделал отверстия достаточных размеров, и бежать решили без него. Разогнув решетку, закрывавшую неработающий вентилятор, троица выбралась на крышу и спустилась к воде по водосточной трубе. Там они надули плот с помощью заготовленной небольшой гармоники. Примерно в 10 вечера беглецы отплыли от берега. На этом следы Морриса и Энглинов теряются. Официально они до сих пор числятся пропавшими без вести. Спустя 2 дня после побега был найден водонепроницаемый пакет, в котором были телефонная книга, деньги и семейные фотографии, принадлежавшие одному из братьев Энглин. Также был обнаружен самодельный спасательный жилет с заметными следами зубов у клапана. Вероятно, зажим не был герметичным, и пловец с трудом держался на поверхности. Температура воды в те дни составляла не больше 10 градусов по Цельсию. До 1978 года розыском беглецов занималась ФБР, а потом ордер на их арест был передан службе маршалов США. С 2003 года расследование ведет сотрудник этого ведомства Майкл Дик. Он полагает, что преступникам удалось спастись, доказательством чего является почти 250 косвенных улик. В частности, мать Энглинов в течение нескольких лет получала в подарок цветы от таинственных анонимов. Кроме того, считается, что Джон и Клэренс побывали на ее похоронах в 1973 году, переодевшись в женские платья. А историк Фрэнк Хиней узнал от родственников Энглинов, что они якобы получали открытку из Южной Америки, подписанную 2 братьями. О судьбе Морриса неизвестно ровным счетом ничего.
Ордера на арест преступников будут аннулированы только после того, как им исполнится по 100 лет. А пока розыск беглых узников Алькатраса продолжается. Американская тюрьма Алькатрас функционировала на одноименном острове и считалась одной из самых закрытых в мире. За все время ее существования удался только один побег, и судьба сбежавших неизвестна до сих пор, а дело будет закрыто только тогда, когда всем преступникам исполнится по 100 лет. Что известно о сбежавших, одним из сбежавших был преступник по имени Фрэнк Моррис. Он известен своими грабежами и разбоями. На первый взгляд, эти преступления кажутся не такими опасными для общества. Однако Моррис известен тем, что постоянно сбегал или пытался это сделать. В общей сложности он сбегал из заключения 11 раз. Последний побег был из Алькатраса. Про Морриса и его семью известно не так много. Согласно его досье, он начал совершать преступления в 13 лет. Примечательно, что он был интеллектуально очень развит, чем отличался от других преступников. Его показатель IQ составлял 133 балла. При этом средний показатель ученых и исследователей оценивается в 125 баллов. Вместе с ним из тюрьмы смогли выбраться два брата, Джон и Кларенс Энглины. Также известны своими разбоями, кражами и налетами. Пока были в заключении, пытались сбежать из других федеральных тюрем. В Алькатрас попали по отдельности с разницей в год. Оба окончили по 3-му и 5-х классов младшей школы и были гораздо глупее, чем их напарник. Подготовка побега и его совершение. К побегу заключенные готовились около года. Они узнали, что рядом с Хи-камерой был проложен старый служебный тоннель, а вентиляция, выходившая на крышу, не была залита бетоном, как в других отделах здания. Под раковиной в их камере стояла вентиляционная решетка, которую они смогли успешно снять. На протяжении нескольких месяцев они каждый день просверливали стену с помощью самодельной дрели, которая состояла из ложки, монеты и мотора от пылесоса. Шум от дрели они заглушали музыкой, которую ежедневно разрешалось включить на 1 час. Известно, что доставать инструменты для побега им помогали сотрудники тюрьмы. Для того, чтобы переплыть с острова на Большую Землю, они собирали дождевики у других заключенных. Из них они смастерили надувной плот и спасательные жилеты. Заключенные предусмотрели все: пересменки охранников, проверки камер и даже сделали муляжи своих тел из папье-маше. Куклы были настолько реалистичными, что охранники не заметили подмену. На головы они наклеили настоящие волосы из тюремной парикмахерской. Поиски и открытое дело заключенные успешно сбежали из Алькатраса ночью с 10 на 11 июня 1962 года. Они пробрались на крышу через вентиляцию и спустились к берегу, где надули свой плот и уплыли в неизвестном направлении. Пропажу обнаружили спустя 8 часов. Охранник, который пришел будить заключенных, подумал, что всем троим отрубили головы, так как они лежали отдельно от тела. С этого момента начались поиски ФБР. Удивительно, но полиция не нашла никаких следов сбежавших. Спустя некоторое время полиция находила различные тела, но личность погибших не совпадала с описанием преступников. Из этого были сделаны выводы, что им удалось успешно спланировать побег и сбежать. В пользу того, что преступникам удалось выжить, говорит один факт. Мать братьев Энглинов начала получать цветы от неизвестного после того, как ее сыновья сбежали. Предположительно, они спрятались на ферме их родственников, а на похоронах их матери видели 2 мужчин в женской одежде. Несмотря на многочисленные свидетельства о братьях Энглинах, поймать их так и не смогли. О Моррисе никаких сведений не поступало, поэтому формально дело в отношении преступников остается открытым до сих пор. Рядом с камерами заговорщиков проходил технический коридор. Чтобы в него попасть, нужно было прокопать стену камеры. Для рытья дыры в стене приспособили мотор от пылесоса, к которому была прикручена стальная ложка. Работы велись в музыкальный час, поэтому охрана тюрьмы за общим шумом не слышала никаких подозрительных звуков. Днем подкоп маскировали при помощи фальш-стены. Наконец, все было готово. 11 июня 1962 года в 21 час 30 минут друзья покинули свои камеры. Чтобы усыпить бдительность охраны, они положили на подушки искусственные головы, сделанные из папье-маше, и прикрыли их одеялами. Головы были очень похожи на настоящие, даже волосы на них были натуральными, их собрали в тюремной парикмахерской. Беглецы забрались по трубам на крышу тюрьмы и спустились по наружной стене. После этого они спустились на берег, где нашли слепое пятно для прожекторов,
надули плод с помощью переделанной гармошки, надели самодельные спожелеты из непромокаемых плащей и уплыли с острова. Утром в тюрьме объявили тревогу, начались поиски, но беглецов так и не нашли. Из Алькатраса еще никто не уходил живым, поэтому власти объявили, что Фрэнк и братья Энглин утонули. ФБР, маршалы США и полиция устроили колоссальную поисковую операцию, но нашли только сдувшийся плод, обрывки спожелетов и бумажник одного из Энглинов с записями о друзьях и родственниках. В итоге решили, что все трое погибли при попытке переплыть пролив. До недавнего времени официально считалось, что никому не удавалось выбраться из Алькатраса на свободу. В 1979 году был снят фильм «Побег из Алькатраса» (Escape from Alcatraz) с участием Клинта Иствуда, который сыграл Фрэнка Морриса. Журналисты и эксперты продолжали интересоваться этим случаем, и дошло даже до попытки моделировать погоду и течение в проливе в ночь побега. Получалось, что между полуночью и утром условия были вполне благоприятными, и плот мог достичь другого берега. В 2012 году Министерство юстиции США на всякий случай попросило экспертов смоделировать на компьютере, как могли бы выглядеть сбежавшие через 50 лет. Дело о побеге заключенных из тюрьмы Алькатрас было возобновлено спустя много лет после закрытия. В 2013 году ФБР получило письмо от человека, который подписался как Джон Энглин, один из 3 преступников, которые пытались сбежать с острова в 1962 году и считались погибшими. Возможно, для этой знаменитой троицы, о которой сняли фильм с Клинтом Иствудом, все кончилось не так, как написано в официальном заключении. При этом родственники Энглинов и Морриса не раз заявляли, что сбежавшие звонили и присылали им открытки. Сестра Джона и Кларенса Энглинов всю жизнь утверждала, что им удалось сбежать в Мексику и скрыться. Но ФБР к ее рассказам относилось скептически до 2013 года, когда бюро получило письмо, написанное от руки и подписанное Джоном Энглином, сообщает The Telegraph. «Меня зовут Джон Энглин. Я сбежал из Алькатраса в июне 1962 года со своим братом Кларенсом и Фрэнком Моррисом. Мне 83 года, и я в плохой форме. У меня рак. Да, нам всем удалось сбежать в ту ночь, но мы едва выжили. Фрэнк умер в октябре 2005 года. Его могила находится в Александрии, на плите другое имя. Мой брат умер в 2011 году. Если вы объявите на телевидении, что обещаете отправить меня в тюрьму не более чем на год и предоставите мне лечение, я напишу вам снова и точно укажу, где я нахожусь. Это не шутка, все реально и честно». ФБР ждало 5 лет, прежде чем обнародовать письмо, поскольку у агентов были обоснованные сомнения в его подлинности. Однако дело снова было открыто, теперь власти официально ищут Джона Энглина. Впрочем, скорее всего, он уже умер, если действительно болел раком и в течение 5 лет не получал никакой помощи.